Привет, друзья! С вами Алекс из Иордании, и сегодня мы с вами в городе Умкайс, который находится на живописном холме, с вершины которого открывается великолепная панорама Галилейского моря и реки Иордан. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. Главными достопримечательностями Умкайса являются руины римского города с его западным театром, улицей колонн, мавзолеем и банями. Умкайс расположен в 110 километрах к северу от Аммана, на широком мысу 378 метров над уровнем моря, откуда открывается великолепный вид на реку Ярмук, голландские высоты, на границу 4 государств. Внизу протекает Ярмук, пограничная река. Сразу за ней начинаются голландские высоты, сирийская территория, оккупированная Израилем. Сразу за этим плато справа действующая граница между Израилем и Сирией. Отсюда до Сирии примерно 10 километров, до Израиля около километра. Этот город был известен как Гадара, один из самых ярких древних греко-римских городов Десятиградия. И по сказаниям Библии, то место, где Иисус изгнал дьявола из двух бесноватых стад свиней. Сама Гадара расположена на холме, что обеспечивает ей прекрасный вид на границу 4 государств, за которым сюда многие приезжают. В древние времена Умкайс, Гадара, был стратегически расположен на ряду ключевых торговых путей, соединяющих Сирию и Палестину. Он был богат плодородной почвой и обильной дождевой водой. Этот город также процветал интеллектуально в царствовании Августа. В этот период в Гадаре царила космополитическая атмосфера, так как тут собрались разного рода ученые, писатели, художники, философы и поэты, подобные сатирику Мениппу во второй половине III века до нашей эры. Гадара также являлся курортом для римлян. Состояние древних объектов на территории Гадары не очень хорошее. Тут нет пышных храмов и грандиозных театров, но общая планировка зданий сохранилась. Поэтому представить, как выглядел город в древности, несложно. Правда, местные власти явно не следят за объектом, так как надписи и описания почти полностью выцвели, и понять, что перед тобой, трудно, а сама территория не ухожена и отсутствуют следы реставрации. Археологические исследования показывают, что Гадара была оккупирована еще в VII веке до нашей эры. Греческий историк Полибей описывает, что в регионе в это время находился под контролем Птолемеев, а в 218 году до нашей эры его захватил правитель селевкидов Антиох III. В 63 году до нашей эры Помпей освободил Гадара и присоединил к Римской лиге из 10 городов Десятиградия. В эти ранние годы римского владычества набатеи со столицей в Петре контролировали торговые пути на север вплоть до Дамаска. Недовольный конкуренцией, Марк Антоний поручил царя Ирода Великого, чтобы он ослабил набатеев, которые в конце концов отказались от своих северных интересов в 31 году до нашей эры. Привет, друзья, еще раз. Сейчас мы подобрались как можно близко к границам. За спиной у меня Израиль, пограничный переход. До него рукой подать практически 300-500 метров. Вот. И сейчас медленно мы передвигаемся, чтобы увидеть сирийскую границу. И вы поймете, насколько близко все это расположено и почему идет извечная война за эти голландские высоты. Почему она так важна, эта голландская высота. Почему ее хотели во все времена всегда все занять. Потому что это очень стратегический объект. Город достиг своего пика процветания во II веке до нашей эры. Новые улицы с колоннами, храмы, театры и бани начали появляться в городе. Обаяние Умкайса по-прежнему сохраняется и сегодня. Большая часть западного римского театра пережила потрясение в истории. Сводчатый проход поддерживает ряды сидений, построенные из жесткого базальта. Ряд искусно вырезанных мест для определенных лиц стоят возле оркестра, а в центре стояла большая белая обезглавленная мраморная статуя Тихи,
богини счастья и самого города. Теперь все это представлено в местном музее. Напротив театра находится главная улица с колоннами – Карда, который был, по всей вероятности, коммерческим центром города. Кроме того, рядом с театром есть терраса из черного базальта, где находится двор, церковь и базилика. Далее, к западу от террасы и вместе с востока на запад находится улица с колоннадой, руины Нимфея, банный комплекс и хорошо сохранившийся римский мавзолей. Через несколько сотен метров можно разглядеть лишь остатки того, что когда-то было ипподромом. Итак, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.